Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы, вязальщицы. Меня зовут Елена Ермина. Я рада вас приветствовать. Сегодня будем вязать крючком. Сегодня к вашему вниманию я предлагаю замечательную модель джемпера. Джемпер связан крючком из тонкой пряжи с содержанием шерсти и акрила. Принцип вязания – реглан снизу вверх. Также данную модель можно связать регланом сверху вниз, кому как больше нравится и кто как умеет. В этом мастер-классе мы с вами разберем принцип вязания узора, и также я вам покажу и расскажу, как можно связать данную модель джемпера. А в конце видео вы найдете попетельное описание вязания и все схемы, которые вам понадобятся, если вы захотите повторить эту модель. А я вам расскажу, как можно еще связать только другим способом. Досмотрите, пожалуйста, видео до конца. Кто досмотрит, тот найдет все материалы и приступит к вязанию. Для вязания данной модели джемпера подойдет пряжа, метраж которой очень тонкий, от 500 метров до 600 в 100 граммах. Состав пряжи может быть любой, от хлопка до чисто шерстяной пряжи. Здесь уже сами решайте, на какой сезон вы будете вязать джемпер. Джемпер, который вы видите на фото, связан из пряжи Angora Gold. Состав 80% акрил, 20% шерсть, 550 метров, 100 граммах. Размер на фото S. Ушло на этот размер расход пряжи 300 грамм. И цвет пряжи бежевый, номер 541. Крючок номер 3. Также можно связать данную модель из пряжи с секционного окрашивания. Вот мне нравится очень пряжа Alize Angora Gold Ombre Batik. Посмотрите, здесь какой нежный переход от более темного к более светлому цвету. Вот эти переходы, они незаметные, настолько плавные, что получается очень красивый вот этот переход. Великолепно смотрятся работы. Метраж 825 метров в 150 граммах. Цвет 7302. Производитель рекомендует вязать пряжу крючком номер 2-4. Пряжа тоненькая, теплая, в меру пушистая и прекрасно подойдет для вязания теплой модели джемпера на осенне-зимний-весенний период. В зависимости от толщины пряжи и плотности вашего вязания подбираем крючок, вяжем образец. Я буду вязать образец из пряжи гладкой, для того, чтобы вам хорошо было видно узор и принцип вязания. Это у меня пехорка рукодельная. Буду вязать крючком номер 2-25. Название крючка Clover Soft Touch. Дорогие мои, сейчас вы берете ниточки, из которых хотите связать джемпер, и приступаем к вязанию образца. Данный образец нам нужен для того, чтобы определить необходимое количество раппортов и петель. Затем мы с вами высчитаем количество раппортов на любой размер. Я вам покажу принцип расчета и также расскажу, как начать и связать данную модель. Досмотрите, пожалуйста, видео до конца. В конце видео вы найдете схемы. Вот эти схемы, они для кругового вязания узора. Мы с вами сейчас тоже свяжем узор по кругу. Будем вязать, так как джемпер, принцип вязания джемпера тоже вязание по кругу. Набираем цепочку, небольшое количество петель и приступаем к вязанию первого ряда. Значит, набрали цепочку, далее, значит, пропускаю от конца цепочки 3 петли, в четвертую провязываем 4 полустолбика с одним накидом. Вяжем шишечку. На крючке у меня 5 петель, соединяю их вместе. Вот эта шишечка, она может состоять
от 4 до 5 полустолбиков с одним накидом. Все зависит от того, какую вы по объему хотите получить шишечку. Вот на схеме здесь вроде бы 4 полустолбика с одним накидом, но я вяжу вот такие шишечки, состоящие либо из 3, либо из 5. Далее вяжем 3 воздушные петли, пропускаем 1, 2, 2 петли, в третью петлю провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Пропускаю 2 петли, 1, 2, в третью петлю вяжем шишечку. У меня будет шишечка состоять из 5 полустолбиков с одним накидом. Вы можете связать от 3 до 5. Соединяем все петли вместе. Теперь давайте разберемся, из чего же состоит у нас один раппорт. В основу раппорта входит элемент шишечка, первая цепочка из 3 воздушных петель. В раппорт входит столбик без накида и вторая цепочка из 3 воздушных петель. В одном раппорте у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Основа раппорта 6 петель, высота раппорта 2 ряда. В каждую седьмую петлю вы начинаете вязать следующий раппорт. 3 воздушные петли. Пропускаю 2 петли цепочки, 1, 2, в третью петлю вяжем столбик без накида. 3 воздушные петли, пропускаю 2 петли, 1, 2, в третью провязываем шишечку из 5 полустолбиков с одним накидом. И вот эта следующая шишечка, это начало у нас уже другого раппорта. Раппорт узора начинается с шишечки. 3 воздушные петли, пропускаю 2 петли цепочки, в третью петлю столбик без накида. 3 воздушные петли, пропускаю 2 петли цепочки, следующую петлю вяжем пять полустолбиков с одним накидом. Три воздушные петли, 1, 2, 3, в третью петлю вяжем столбик без накида. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, соединяем конец ряда с началом. При этом мы находим вершину всех вот этих столбиков. Вот здесь вот можно ввести крючок, а можно вот в это место ввести крючок. Вводим крючок, захватываем рабочую нить и вторую петлю через первую. Связали один соединительный полустолбик без накида. Вот здесь каким образом мы соединяем ряд. Значит, я распускаю вот эту цепочку. Мне нужно оставить 2 петли. Так, 2 петли оставила. И здесь у нас с вами начало ряда. Вот здесь. Вот эту петлю, это у меня кверх ногами я перевернула первый ряд. Вот ввожу крючок в эту петлю. И вторая петля. От конца, это здесь у нас было начало набора цепочки, соединяем 2 петли вместе. Все. И закрепляем, провязываем несколько петель. Вот таким образом мы с вами соединили ряд снизу и сверху. Вяжем с вами второй ряд. Значит, поверх цепочки из 3 воздушных петель мы вяжем 2 столбика без накида.
Там, где у нас связан столбик без накида, по схеме здесь поверх вот этого столбика условное обозначение точка. Обычно точкой обозначают один соединительный полустолбик без накида. Вот таким образом. Далее у нас идет цепочка 3 воздушные петли. Поверх цепочки вяжем 2 столбика без накида. Здесь у нас, согласно схемы, вершину шишечки мы должны провязать один соединительный полустолбик без накида, так как точка стоит на схеме. И продолжаем вязать 2 столбика без накида. Вершину столбика без накида провязываем один соединительный полустолбик без накида. Поверх цепочки 2 столбика без накида. Здесь мы вяжем один полустолбик без накида. Вершину шишечки 2 столбика без накида. Вершину столбика без накида один полустолбик без накида. Поверх цепочки 2 столбика без накида. Вершину шишечки один полустолбик без накида. 2 столбика без накида. Вершину столбика без накида один полустолбик без накида. И опять поверх цепочки мы вяжем 2 столбика без накида. Заканчиваем вязать ряд, провязываем вершину шишечки один полустолбик без накида. Все, связали второй ряд. Третий ряд у нас вяжется точно так же, как первый, только шишечки располагаются в шахматном порядке. Значит, 3 воздушные петли. Здесь мы вершину столбика без накида будем с вами вязать шишечку. Находим полустолбик без накида и из его вершины под косичку я ввожу крючок, провязываю 5 полустолбиков с одним накидом. Три воздушные петли, находим вершину шишечки, там, где у нас связан полустолбик без накида, и провязываем один столбик без накида. 3 воздушные петли. Следующую шишечку мы располагаем между вот этими шишечками в шахматном порядке, находим полустолбик без накида и из его вершины провязываем 5 полустолбиков с одним накидом, с общим основанием и с общей вершиной. Три воздушные петли, находим вершину шишечки и там, где у нас был связан столбик, полустолбик без накида, провязываем один столбик без накида. Вот таким образом вяжется узор. Давайте закончим ряд. 3 воздушные петли, находим вершину полустолбика с одним без накида и из его вершины провязываем 5 полустолбиков с одним накидом. Соединили. 3 воздушные петли. Здесь у нас идет вершина. Находим один полустолбик без накида и под косичку провязываем один столбик без накида. 3 воздушные петли. Здесь у нас находим, значит, полустолбик без накида и под косичку провязываем 5 полустолбиков с одним накидом.
Заканчиваем вязать ряд, 3 воздушные петли. И опять же вершину полустолбика без накида провязываем 1 столбик без накида. Все, связали 3 ряда. 4-й ряд вяжется точно так же, как мы вязали 2-й. Поверх цепочки провязывайте 2 столбика без накида. Вот если бы я вязала, то я вязала не полустолбик без накида, а вязала бы столбик без накида. Так проще вязать узор. Значит, я буду вязать столбик без накида, вершину шишечки. Далее у нас идет цепочка из 3 воздушных петель. Поверх цепочки провязала 2 столбика без накида. Следующий элемент у нас столбик без накида. Здесь я также бы провязала столбик без накида, а не полустолбик без накида. Поверх цепочки вяжем 2 столбика без накида. Из вершины шишечки я провязываю столбик без накида. Поверх цепочки 2 столбика без накида. Вершину столбика без накида вяжу столбик без накида. Поверх цепочки 2 столбика без накида. Вершину шишечки провязываю вместо полустолбика без накида столбик без накида. Поверх цепочки 2 столбика без накида. Вершину столбика без накида провязываю столбик без накида. Поверх цепочки 2 столбика без накида. Вершину шишечки провязываю столбик без накида. Поверх цепочки 2 столбика без накида. И соединяем ряд, провязываем вот в это место 1 полустолбик без накида. Вот так вот. Соединительный он у нас будет. Вот эту петлю переношу через петлю, которая была на крючке. Все. Значит, следующий ряд у нас получается вот этот 1, 2, 3, 4. 4 ряда связали. 5-й будет ряд вязаться точно так же, как 1. И шишечки опять же будут располагаться в шахматном порядке. Я думаю, принцип вам понятен. То есть мы все время повторяем 2 ряда. Первый ряд у нас идет с шишечками, а второй ряд состоит из столбиков без накида. Значит, вот здесь вы уже будете начинать с 3 петель подъема, так же, как мы вязали с вами первый ряд. И вяжете шишечку из 5 полустолбиков с 1 накидом. Здесь расход пряжи большой, потому что очень много элементов вяжется. Далее 3 воздушные петли. Вершину шишечки, там где у нас столбик без накида, провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Вершину столбика без накида провязываем шишечку из 5 полустолбиков с 1 накидом. Три воздушные петли, вершину шишечки, столбик без накида. Принцип вязания, я думаю, вам понятен. То есть я вам все подробно, наглядно показала. Здесь всего 2 ряда, и мы их повторяем. До нужной высоты вяжем вот этих 2 ряда. Ряд с шишечками и второй ряд просто столбики. Вот так вот смотрится узор. Он не слишком ажурный. Идеально подходит для вязания демисезонных вещей. Но имейте в виду, что пряжи уйдет гораздо больше, если вязать вот таким узором. И вид с изнаночной стороны. Все, связали мы с вами образец. Давайте сейчас разберем принцип вязания джемпера и выполним расчеты. В конце видео вы найдете попетельное описание вязания и 4 схемы. Первая схема у нас каким образом вяжется резинка. Вторая схема дана для вязания джемпера по кругу полотна. Вяжется перед и спинка. Третья схема
вот таким образом выполняются по третьей схеме прибавки для расширения рукава. Если у вас есть желание, то вы также можете воспользоваться этой схемой и выполнить прибавки для расширения джемпера в районе груди. Если у вас большой размер одежды вы носите. И четвертая схема – это схема, как необходимо вязать регланные линии. Реглан снизу вверх. И также вы найдете выкройку. Обращаю ваше внимание на выкройку. Здесь почему-то нет подрезов. Джемпер вяжется без подрезов. Достаточно длинная регланная линия. Здесь получается принцип вязания. Здесь отсутствуют подрезы за счет того, что регланная линия она длинная, и в принципе посадка джемпера будет хорошая. Но я бы сюда добавила подрезы. Выкройка на размер S. Вы можете вязать вот по этой выкройке и сделать перерасчет всех вот этих измерений на свой размер. Теперь давайте рассмотрим принцип вязания. Значит, вы посмотрите, как автор связал данную модель. Я бы начала вязание не с резинки, а с основного узора. Вязала бы перед и спинку без единого шва по кругу до пройм, до линии подрезов. И вязала бы, конечно же, данную модель с подрезами. Значит, как вяжется узор, мы с вами сейчас разобрали. Давайте, значит, смотрите, вяжете, набираете цепочку. Сейчас мы с вами посчитаем, какое количество необходимо набрать. Вот здесь вот у вас начинается. И потом уже после того, как вы вяжете, свяжете полотно, вы вяжете резинку. Как связать классную резинку, смотрите мастер-класс. Я вам оставлю ссылку. Ссылку вы найдете в всплывающей подсказке и в описании под видео. Все полезные ссылки оставляю в описании, в инфобоксе. Давайте сразу же сделаем расчеты. Нам важен обхват груди. Значит, вот определяем обхват груди, измеряем по самым выступающим точкам. Для расчета возьмем 100 сантиметров, это 50 российский. Пока посчитаем без свободы прилегания. Один раппорт узора у нас 6 петель. Давайте сделаем измерение, сколько у нас в одном раппорте сантиметров. Значит, берем образец, который мы сейчас с вами связали. Вы должны сделать в ТО образца, сделать контрольные замеры с образца до и после. Значит, у нас в раппорт входит шишечка и две цепочки. Вот мы берем расстояние, значит, от шишечки и шишечку, саму шишечку. Вот получается у меня 2 сантиметра, 6 петель. Вот, я измерила здесь, здесь и здесь. Видите? То есть у меня отрезок начинается, длина отрезка, начало отрезка в этом месте, заканчивается отрезок вот здесь, 2 сантиметра. Теперь посчитаем, сколько же нам необходимо связать, набрать раппортов для размера 50 при обхвате груди 100 сантиметров. Мы обхват груди 100 сантиметров делим на 2. 2 это у нас ширина одного раппорта. Получаем 50. 50 раппортов. Так как у нас с джемпер свободного прилегания, мы должны прибавить
от 4 до 6 сантиметров на свободу прилегания. Давайте с вами прибавим 4 сантиметра. У нас должно быть 104 сантиметра, да? Обхват груди 100 сантиметров, прибавляем 4 сантиметра свобода прилегания, получаем значение 104 сантиметра. Нам нужно добавить еще 2 раппорта, так как у нас один раппорт 2 сантиметра. В итоге у нас получилось по расчетным путем 50 раппортов плюс 2 раппорта на свободу. Вот эти 2 раппорта нам дают 4 сантиметра. Общее количество раппортов 52. Когда будете делить на перед спинку, получается у вас 26 раппортов перед и 26 раппортов спина. Значит, определяйтесь с длиной джемпера и с высотой вот этой резинки. Какая у вас длина резинки будет? Допустим, 5-6 сантиметров. И здесь примерно все зависит от длины джемпера, например, 30 сантиметров. Довязали до пройм, и у автора здесь нет подрезов, вяжутся рукава, тоже начинается вязание у нее с резинки, а вы начинаете, пока без резинки вяжете полотно рукава, резинку вяжете в конце по моему мастер-классу. Значит, делайте прибавки для рукава по схеме. Рукав можно связать также по кругу. Сделали прибавки в необходимом количестве. Значит, какая должна быть ширина рукава? Вот L, отрезок у меня будет L. Значит, ширина рукава. Мы берем обхват руки в районе предплечья, в самом широком месте. Например, вот у меня 33 сантиметра. И делаем прибавку на свободу прилегания от 5 до 7 сантиметров. Примерно я всегда вяжу где-то 38-40 сантиметров у меня вот этот обхват по рукаву. В сложном виде получается 19-20 сантиметров ширина рукава, вот этот отрезок. Но я вам даю сейчас для размера 48-52. Вы уже сами пересчитываете на свой размер. Значит, ширина рукава 19-20 сантиметров до 52 размера. Ну, даже, может быть, в принципе, до 54-го. Здесь тоже будет хорошо. Значит, выполнили прибавку для рукава, потом делите полотно на деталь перед, спина и объединяете вот эти. Получается у нас, смотрите, одна деталь — это деталь перед, вторая деталь — деталь спины, третья деталь — левый рукав и четвертая деталь — правый рукав. Вот эти все детали соединяйте, все части в единое полотно, вяжете по кругу и оставляете петли для вязания регланных линий. Значит, у нас 4 регланные линии. Значит, первая, вторая. И вот здесь у нас будут регланные линии со стороны спины. Третья и четвертая. Как вяжутся регланные линии, смотрите схему. На схеме, это схема в конце видео. Сейчас вам ее покажу. Вот схема номер 4. Вот так вот будете вязать регланные линии. Автор, когда составлял описание, не упомянул росток, значит, в данной модели ростка нет. Вяжется реглан снизу, без ростка. Конечно же, идеально вязать данную модель джемпера
регланом сверху вниз и с вывязыванием ростка. Была бы и посадка лучше, и принцип вязания тоже проще, чем вот реглан снизу. Если бы я вязала данную модель, то, конечно же, я оставила несколько раппортов для подрезов. Обычно среднее значение ширина подреза 6 сантиметров, но это опять же зависит от вашего размера и обхвата груди. 6-8 сантиметров подрезы. Я бы вот все равно оставила, взяла бы вот эту часть от рукава и от спинки и переда. Потом вот эти подрезы бы соединила. Да, вот эту часть я бы обязательно оставила. Но данную модель, которую видите на фото, она связана без подрезов, но у нее длинная регланная линия 35 сантиметров. Если вязать с подрезами, если вы будете оставлять подрезы, тогда регланная линия может быть 25, ну максимум 30 сантиметров. Я обычно вяжу 27, 25-27 с подрезами. Все, уменьшаете количество раппортов, и у вас получается вырез горловины. Как обвязать вырез горловины? Можно вязать ранним шагом, можно вязать пико, можно вязать так же, как резинку, использовать столбики. Тут принцип вязания посмотрите в мастер-классе, а также можно выбрать на моем канале в разделе плейлисты открывайте. У меня есть отдельный плейлист, где собраны мастер-классы по обвязке края горловины. И выбираете любой мастер-класс, обвязываете очень красиво край. Надеюсь, вам принцип вязания понятен, принцип вязания узора тоже понятно. В конце видео найдете описание вязания, чтобы облегчить свою работу. И выбираете, то есть делайте расчеты на свой размер и приступайте к вязанию. Желаю вам легких петелек и творческого вдохновения. По моей методике выполняйте расчеты на свой размер, а как вязать уже тут сами решайте. С подрезами, без подрезов, реглан сверху, реглан снизу. Модель интересная, рекомендую присмотреться. Выглядит нежно, нарядно, женственно. Я с вами не прощаюсь. Жду вас сегодня на своем канале. Выйдет еще одно видео. Я буду делиться с вами идеями, а какими. Заходите в гости на мой канал. Сегодня будет 2 видео. Не пропустите. И, конечно же, жду вас завтра. Заходите в гости каждый день. Я буду очень-очень рада. Спасибо, что досмотрели видео до конца. И благодарю, что вяжете вместе со мной. С вами была Елена Армина. Всем пока-пока.